Всем привет, ребят! Вы на канале Маргулиса, и мы продолжаем проходить Silent Hill Origin. Собственно, в прошлой серии мы собрали кубик Рубика, вот эту головоломку хитрую, с треугольничками, то, что мы получали от боссов. Продолжаем дальше. Выходим. Так, наверное, желательно поменять нам оружие. Не совсем понимаю, где я нахожусь. Ломан замок. Карта есть? Карты местности нет. Слушай, это все похоже на на больницу. Мы, походу, в больнице находимся. Только она как-то странно выглядит. Закрыто. Тоже. Это еще одна дверь. Дверь. Я так понимаю, то, что мы не в альтернативном мире. В обычном. Да, обычный мир. Лифт? Лифт не пашет. Ну, тогда нам, скорее всего, только на улицу. Ну, давай, сохраняемся, и, наверное, надо выйти отсюда. Ой, беда. По идее, до финала не очень далеко. Что ты наделал? Ты разрушил заклятие. Теперь она свободна. Я просто хочу покончить с этим. Я думал, она тоже этого хочет. Я хочу на свободу. Ты можешь помочь мне? Хочешь на свободу? Слишком поздно. Даже с твоей помощью ей не остановить нас. Церемония скоро начнется. Наконец-то она родит Бога. А вот она. Посмотри, что ты наделал. Что я наделал? Что я наделал такого? Ну, понятно, что мы Бога освободили. Короче говоря, собрали головоломку. Как-то он резко выбежал. Хлоп, и я уже в этом замесе нахожусь. Лопата, ампула. Хорошо. Обожаю, когда мне дают хилы тут. Прям чудо чудное. А мне куда? Просто по прямой, походу. Карта ребенка. Угу. Ну хорошо. Придется походу все исследовать. Так, тут у нас получается развилка, да? Развилка. Здрасте. Как обычно, не видно ни хрена. Попробуем удирать от этих монстров. Скорее всего, в каждой развилке что-то да будет. Погоди. Аптечку бери.
Там еще аптечка есть. Быстрей. Аптечка, еще и пика. Понятно. Не очень-то хочется тратить патроны перед финальным боссом. Так, я бежал направо все время. Потом куда-то, да, вот сюда. Тут первый моб. Не обращаем на него внимания. Когда они тут... Блин. Раз. Давай, 2, 3. Все, бежим. Все, я вроде все собрал. Откидывай его. Не запутаться бы в этих колуарах. Так, что у нас по здоровью? Ну, такое себе. Ладно. Главное, я патроны к револьверу взял. Так, дальше смотрим по развилкам. Надо отдалить карту. Но мне go here, вот туда. Давай попробуем вот сюда пробежать. Посмотрим, что у нас тут полезного есть. Куча живности тут. Сюда можно пройти? Нет. Стой, там патроны. Раз. 2. Тихо, тихо, тихо. Вот этот чувак сильно ранит. Да все, в принципе. Тут их очень много. Очень много народу. Тихо. Я запутался, где я нахожусь. А туда типа что, не пройти? Так, где я нахожусь? Угу. Ладно. Как-то так, наверное, и пойдем. Тут у нас развилка дальше. Ну окей. Вообще ничего не понятно. Ну снова, да? Те же самые примерно развилки. Тут у нас... Да, ничего полезного. Зато куча тупиков и народу. Так. Вот это вот сейчас вообще было ни к чему. А я застрял. Отойди от меня. Так, там энергетический напиток. Что еще? Патроны. Блин, вот надо бы, конечно, патроны-то взять. Ну, бери патроны. Напиток подобрал первым. Сейчас у меня уработает.
Вот сволочь. Так, ну, в принципе, по прямой вообще. Желательно направо. Там я на левой, когда я побежал, я там ничего не нашел полезного. Или еще раз сбегать. Может, плохо осмотрелся? Нет, там ничего нет. Максимум патроны, но, по-моему, их есть. Че, он сюда поближе подойдет? А вот и не попадешь. Так, давай, раз. Ну, бери быстрее. Раз. Ну, ладно, хрен с ним, с этим энергетическим напитком. По идее, нам куда-то сюда. Все, по идее. Я где-то на финишной... Нет. Стой, куда идти-то? Ничего не понять. Так, я спиной стою к проходу. К этому самому. А как он-то перебрался? А, вот оно что. Вот оно что. Так, ну и тут, наверное, у нас ничего нету, да? Ни хилов, ничего, да? Патроны. Отлично. Ну, давай еще бей. Там эта штука здоровенная ко мне прямо идет. Так, плохо дело. Он прям путь загораживает мне. А я его обманул. Мобов тут, конечно, они просто на каждый квадратный метр тут конкретно нахерачили. Пробегаем. Блин. Чуть-чуть. С каждым биться у тебя патронов не хватит. Ну, как это обычно бывает, у тебя, блин, просто под конец выпиливают все патроны. Просто, чтобы тебе биться было с финальным боссом нечем. Так, рукопашка, огнестрел, припасы. Печка. А, давай. Че ее изучать-то? Тут уже изучено все. Так, револьвер. Наверное, его возьмем для начала. Так, охотничья винтовка, штурмовая, спаситель. Или штурмовая винтовка, ее замочить. Ну это по-любому, это финальный босс, гадалки не ходи. Давай, наверное, так вот у меня сделаем. У нас этих патронов много. Что? Надеюсь, я там все собрал. По крайней мере, максимально по ходу. Насколько это было возможно. Помещение знакомое. Где-то я это все видел. Все полезно. Какая подозрительная лампочка, и там дырка. Слушай, это подобная штука была в этом, во второй части. Тоже антикварный магазин, и мы лезли через него в дыру. Давай попробуем. Любит он в дырки падать, в дырки залазить. А музыка какая, ух. Прям самое то для того, чтобы ползти.
Побег из Шоушенка прям вспомнился. Когда он пролез там несколько футбольных полей по куче говна, по трубе. Так может и клаустрофобия развиться, кстати сказать. За яйца никто не схватит сейчас, надеюсь. Ну да, ползти можно только вперед, ни шагу назад. Доктор, где? Так, вот дырка, я с нее вылез. Ага. Да, куча сохранений прям, это вот... Это про финал. Похоже на какой-то алтарь. С ним, наверное, ничего нельзя сделать. Ну, нет карты памяти, да. Погнали. Алтарь, кстати, был похож, по-моему, он такой валялся в 4-й части у нас. А я с автоматом бежал, а у нее дробовик. А она хорошенько поработала над тобой. Я не ждал тебя увидеть. Мы думали, что ты уже далеко. Пора усыпить ее. Спокойной ночи. Опять вырубили. Что-то он из сна в сон перебирается. Она здесь. Надо начинать. Не волнуйся, Далия. Без него она не сможет воспользоваться своей силой. Мамочка? Мамочка? Что это? Не трогай, горячо. Не трогай. Это клетка Дали демона. Его сила соберет всю твою мощь. Если ты выпустишь его, мы все сгорим в пламени ада. Знакомые знаки. Какой красавец. Тихо, тихо, молодой человек. Аккуратненько себя ведем. Че, все что ли? Вроде все. Как-то быстренько завалился финальный босс. И он испарился. Мы его в кубик закрыли обратно. Ну, треугольник, в пирамидку. И опять вырубился. Что-то, по-моему, у него как он... Проблемы со сном. Он все вырубается и вырубается. Сонный Трэвис, мы его так назовем.
И в ней типа ребенок зародился, если я так правильно понял. Старый добрый наш трейлер. Продолжим дальнобоить. Все хорошо. Это положительная концовка. И ключик от машины на месте. Столько бегал, засыпал, ключ никто не убрал. Ключ остался на месте. Счастливо, дамочка. Удачно воспитать вам малыша. Вырастите здоровыми. Ой, ну... И у него трейлер, как Кристина, обновилась. Ну, Кристина, Стивен Кинг имеется в виду. Вот так километраж и скручивает. И я не верю. Это ведь ребенок. Девочка. Возьми ее на руки. Шерил. Назовем ее Шерил. Вот так и появилась Шерил. Половина души утрачена. Семя пока что дремлет. Вторая половина не утрачена. Мы используем призывающее заклинание. Услышав ее боль, он точно придет. Это займет немного времени. Мы подождем. То есть Олеса держала Шерил на руках. И потом она, эта Шерил, появится у отца в первой части. И отец, то она пропадет, а отец будет ее искать в первой части. Как-то так. Ну, что могу сказать? Босс последний довольно-таки легко прошелся. Я думаю, гораздо больше на него сил потрачу. А тут даже ни одной аптечки и просто много патронов винтовки на нее ушло и все. Я, наверное, раз 5 всего перезарядился, и босс был повержен. Игра, в принципе, ну, она не очень длинная, но объемные локации с кучей, большое количеством дверей. Оружие валяется рукопашное повсюду, но от него особо толку нету. Желательно, конечно, с огнестрелом проходить, будет проще. Ну и некоторых мобов, если пропускать, будет тоже проще гораздо. Если валить всех, то тогда патронов у тебя не хватит в любом случае, тебя завалят. Будешь потом кувалдой одной бегать, и все, у тебя ничего не останется. Поэтому напролом тоже, как вариант, тут побегать. Вот. Но, в принципе, что, как с приквел к первой части, игра неплохо объясняет появление, ну как, чуть-чуть, как бы, с косяками, конечно. Немножко не до конца объясняет всю историю появления Олесы, Шерил и как вот этот весь замес произошел. Ну, в принципе, все понятно. Клаудия, мамашка, решила ребенка спалить. Бог, вся фигня, мы ее освободили, и как бы вот. Игра неплохая. Жалко, что опять же не вышел ремейк ее. Только на эмуляторе, либо на оригинальной консоли PS2 ее проходить, ну либо на PSP. На PSP это было бы, наверное, гораздо хуже смотрелось, так что лучше на консоли проходить. Ладно, смотрим, что у нас там открылось. Всего убито врагов холодным оружием 24. Всего убито врагов огнестрельным оружием 61. Всего врагов убито кулаками 26. Нифига, я кулаками больше орудовал, чем холодным оружием. Хотя я там народу положил и катаной, и там киркой их валил. Или не киркой, там, ну, по-моему, я чаще пользовался холодным оружием, нежели кулаками. Ну ладно. Предметов собрано 340. Количество просмотров карты 474. Я люблю карту посмотреть, потому что просто пум, и ты можешь потеряться вообще за раз.
Количество сохранений 22. Пройденная дистанция 27 километров. Общее время игры 7 часов. Общее время использования фонарика 3 часа. То есть я половину игры без фонаря бегал. Это, наверное, время, когда я на улице носился. Количество концовок игры 1. Процентов врагов убито холодным оружием 24, 51, 26 кулаками. Награда спасителя получена. Награда коллекционера получена. Награда исследователя получена. Особый файл сохранения будет содержать ваши награды и позволит вам начинать вашу игру заново, используя все ваши найденные предметы, снаряжение, так же как и все особые способности. Чтобы принять это сохранение, просто загрузите его. Да, я понял. Ладно, там наверняка какие-нибудь оружия надавали и каких-нибудь парочку костюмов, и не более того. Все, игра как бы закончена. Следующая у нас на очереди, по-моему, Shattered Memories. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи и пока.